Американцы захватили венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и увезли его в США для суда. История совершенно беспрецедентная. Такого в мировой истории сходу и не вспомнишь вообще. Бывало, что диктатора свергали и убивали. Бывало, что диктаторов судили уже после свержения и в стране, и за ее пределами. Но чтобы иностранное государство провело полицейскую операцию и арестовало в столице другого государства диктатора, просто как главу преступной группировки, последний раз что-то такое происходило в Панаме в 80-х, может быть. В 21 веке такого не случалось точно. Американские удары по Венесуэле начались, когда в Каракасе было 2 часа ночи. Венесуэльские власти заявляют, что США ударили по 3 прибрежным штатам страны и по столице. В соцсетях сразу появились видео от местных жителей. Американские вертолеты относительно свободно летящие над территорией страны. Столбы дыма над военными базами и морским портом. При этом нет никаких кадров, собственно, американских солдат на венесуэльской земле. Источники западных изданий сообщают, что потерь среди американцев нет, и что вся операция продлилась 30 минут. Судя по всему, произошла ограниченная высадка спецназа, из-за которой появилась самая поразительная новость сегодняшнего дня. Дональд Трамп в своей соцсети сообщил, что американцы уже сейчас, спустя всего несколько часов после начала вторжения, взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой. Их уже успели вывести из страны. Телеканал CNN утверждает, что местонахождение Мадуро последние несколько дней отслеживало ЦРУ, после того, как Трамп окончательно одобрил операцию по его захвату. Венесуэльская вице-президентка Делси Родригес фактически подтвердила захват Мадуро. Она заявила, что его местоположение неизвестно, и потребовала от американцев подтвердить, что тот хотя бы жив. Телеканал CBS News сообщает, что Мадуро захватили бойцы подразделения «Дельта», элитного спецназа американских сухопутных сил. Все это означает, что у венесуэльского правительства что-то пошло сильно не так. Того же Саддама Хусейна после успешного вторжения в Ирак американцы искали еще много месяцев. Поскольку Мадуро вывезен из страны, выполнять работу президента он, очевидно, не сможет. Этому сильно помешает нахождение в американской тюрьме. По Конституции Венесуэлы исполняющей обязанности президента должна стать как раз вице-президентка Делси Родригес. По ее заявлениям мы понимаем, что она сама осталась в стране, и никакой спецназ ее никуда не забирал. Тем не менее, вакуум власти может заполниться как угодно. После украденных выборов Мадуро не признают легитимным президентом во многих западных странах. Венесуэльская оппозиция, которая имеет значительную поддержку в народе, считает победителем последних президентских выборов своего кандидата Эдмундо Гонсалеса. Есть вероятность, мы не знаем какая, что оппозиция использует арест Мадуро и попытается взять власть сама. Тем временем американский сенатор-республиканец Майк Ли уже сообщил, что поговорил о прошедших ударах с госсекретарем Марко Рубио. Тот утверждает, что весь смысл операции был именно в захвате Мадуро, которого теперь отдадут под американский суд. Мадуро уже несколько лет предъявлены обвинения за коррупцию и наркоторговлю. Госдеп даже объявил награду в $50 миллионов за его поимку. Соответственно, если целью действительно был Мадуро, который уже захвачен, дальше никакой войны, видимо, не будет. В данный момент на то и похоже. Днем по Москве взрывов в Каракасе уже не слышно. Тем временем мир постепенно начинает реагировать на произошедшее. Европейские дипломаты во главе с Кайей Каллас призвали к сдержанности, но при этом заявили, что Мадуро действительно нелегитимен. В общем, осуждения не последовало. Российский МИД, естественно, недоволен, но в своем заявлении он буквально употребил уже ставшую мемом глубокую озабоченность. О российской реакции мы еще поговорим позже. В Южной Америке реакция смешанная. Президент Аргентины, либертарианец Хавьер Милей, открыто порадовался смещению левого диктатора Мадуро. Президент соседней Колумбии Густаво Педро заявил, что отправит на границу войска и будет готовить страну к новой волне беженцев. И Педро, и сами венесуэльские власти сообщили, что после американских ударов есть жертвы среди мирных жителей. Подтверждения этого, однако, пока нет. Нападение Трампа на Мадуро – неожиданность, но совсем не полная. Еще 2 недели назад Трамп объявил о выступлении по телевизору из Белого дома, и все сразу напряглись, предположив, что он объявит войну в прямом эфире. Сейчас вспомним, что тогда было, и об остальном поговорим. Сначала реклама, посмотрите, пожалуйста. Если вы часто пользуетесь криптовалютой, переводите деньги за рубеж, получаете в ней зарплату или инвестируете, обратите внимание на один удобный инструмент – виртуальную карту MaxSwap. С ее помощью можно в пару нажатий перевести криптовалюту в фиатные деньги на карте, которая будет работать как банковская зарубежная карта.
Сможете оплачивать покупки в магазинах за границей, иностранные сервисы, например, ChatGPT, Netflix, YouTube, Booking, Spotify. Карта эта полностью виртуальная, подключается к Apple Pay и теперь еще и к Google Pay. Решение это более доступное, чем оформление зарубежных банковских карт. Выпускается карта прямо в Телеграме. Достаточно создать там криптокошелек, пополнить криптовалютой и сможете тратить ее как обычные деньги. Активация быстрая, в тот же день сможете тратить. Обязательной идентификации не требуется. При этом у MaxSwap довольно большие лимиты на пополнение и траты, а средства зачисляются очень быстро. Наша редакция эту карту протестировала в Германии. Все работает. Поддержка у MaxSwap мы тоже протестировали. Она живая и старается сразу вникнуть в ситуацию. Очень дружелюбный у них сервис. А если вы напишите им промокод CATS, то 50% от стоимости карты еще и вернется к вам на баланс. Переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь вот этим QR-кодом, чтобы получить новую карту, которая будет работать за границей. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Так вот, еще 2 недели назад Трамп объявил, что сейчас выступит из Белого дома по телевизору. Все думали, что он объявит войну Венесуэле в прямом эфире. Но ничего подобного не случилось. Вместо объявления войны Трамп на фоне позолоченных стен и рождественских венков 20 минут отчитывался о своих достижениях за год. Введены сотни тарифов, депортированы десятки тысяч мигрантов, написаны тысячи твитов. Естественно, прошелся по Джо Байдену и свалил на него все беды страны, а также заявил, что теперь никаких бед нет. Бензин дешевый, яйца дешевые, все нас боятся, а еще мы отправим каждому солдату премию в $1800. Счастливого Рождества! Однако ожидания ударов по Венесуэле никуда не делись, потому что значение имеют не слова Трампа, а его дела. А дела такие. Уже несколько месяцев США стягивают войска в Карибский бассейн и прямо угрожают Венесуэле. Николас Мадуро – наследник Уго Чавеса и отважный борец с западным империализмом. Венесуэльский режим Америку давно подбешивает и вполне за дело, но никаких авиаударов и военных операций против него до Трампа никто не планировал. Даже Трамп образца первого срока. Теперь же шли корабли, летели самолеты, делались грозные заявления с трибуны Пентагона. Демократы в Конгрессе попытались провести резолюцию, которая запретила бы Трампу атаковать Венесуэлу без разрешения Конгресса. Но не вышло. Республиканское большинство проголосовало против. Впрочем, это была заведомо провальная идея. Такие резолюции вносятся регулярно, после чего они либо не проходят голосование, либо президент их торжественно игнорирует. Фактически право президента использовать армию в США не ограничено ничем. И теперь, используя эту свободу действий, Трамп действительно ударил по Венесуэле и захватил президента в плен. Ожидания оправдались. Америка готовилась к операции в Венесуэле много месяцев. Самые обсуждаемые американские действия – это, конечно, удары по лодкам в Карибском море. Речь о лодках наркоторговцев, на которых они перевозят наркотики в США. В сентябре американское Минобороны начало эти лодки бомбить с воздуха ракетами. Естественно, успешно, потому что это не какие-то корабли с ПВО, а натурально лодки, самые обычные. И тут появилось сразу несколько проблем. Во-первых, вполне вероятно, что наркотики на них действительно везли, только вот никаких доказательств Hexet и компания не предоставили. Просто выложили видосы и сказали: мы тут наркотики взорвали. Круто, а правда? Во, какой бабах. Во-вторых, ничего не мешало отправить условных морпехов, захватить лодки и контрабандистов, отправить под суд, но выбрали самый какой-то такой жесткий вариант. В-третьих, вероятно, в процессе американцы разбомбили людей на уже тонущей лодке, что нарушает международное право. Так ли это было, сейчас выясняют на расследовании в Конгрессе. В-четвертых и в главных, да при чем тут вообще Мадуро? Нет даже доказательств, что лодки следуют непосредственно из Венесуэлы, и тем более, что их снарядило правительство, а не отряд мужиков в гараже. Помимо этого, администрация Трампа совершила несколько полусимволических действий, которые выглядели как подготовка к войне. Во-первых, в конце ноября Трамп заявил, что закрывает воздушное пространство Венесуэлы. Юридического такого права у него, конечно, не было. Впрочем, можно закрывать не юридически, а силой. Но никакие истребители и никакие самолеты над Венесуэлой не сбивали. Затем администрация объявила венесуэльский наркокартель террористической группой. Любой контакт с такой организацией или ассоциацией становится преступлением. Позже, неделю назад, американские солдаты захватили венесуэльский нефтяной танкер, который, по словам администрации, перевозил подсанкционную нефть. Затем, в декабре, Трамп подписал указ о том, что отныне тот самый фентанил – это оружие массового поражения.
Мол, потому что от него гибнет много американцев. Все эти вещи выглядели скорее как попытки создать какое-то политическое обоснование для ударов по Венесуэле. Мол, они террористы, которые присылают нам химическое оружие. Так что нужно решать проблему как-то. Дональд Трамп даже не пытался говорить, что войска там за какой-то другой целью. Он прямо так и заявлял. Перевели войска, значит, сейчас кому-то достанется. Пусть Мадуро сидит и трясется. Ну или лучше вообще уезжает. Как видите, не соврал. Войск действительно скопилось немало. Их и по открытым данным считала BBC, и американское правительство предоставляло список, что там приплыло. Итого, в Карибском море сейчас несколько крупных американских кораблей самых разных видов. Важнейший авианосец Джеральд Форд, самый крупный военный корабль в мире, который может тащить на себе 90 истребителей. А еще ракетные крейсеры, минимум одна подводная лодка и десантные корабли. ВВС тоже активизировались и перегнали на карибские базы бомбардировщики Б-52, дозаправщики, шпионские самолеты и истребители. Среди последних есть и самые новые F-35. И держится вся эта армада на тысячах американских солдат, которых перекинули в регион. Помогает самая простая география. От Америки до Венесуэлы рукой подать. От, собственно, Штатов и так близко в масштабах планеты, но американцы также владеют крупным островом Пуэрто-Рико, от которого до Венесуэлы ближе в 2 раза. Именно там в основном и разместились американские войска. Для операции против Венесуэлы даже открыли заново целую базу флота в Пуэрто-Рико, закрытую еще при Буше-младшем. В общем, дыма без огня не бывает и не было. Америка в итоге реально нанесла быстрый удар и захватила Николаса Мадуро. Раньше сбор войск в Карибском бассейне можно было списать на политическое давление. Есть такое понятие – дипломатия канонерок. Это когда выдвигаешь требования к стране и одновременно подходишь к ее берегам на военных кораблях, то есть канонерках, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. Однако Мадуро на появление ВМС США у своих берегов никак не отреагировал, и тогда канонерки пришлось использовать по назначению, иначе блеф бы был очевиден. В итоге операция продлилась, как сейчас сообщают, 30 минут. Мадуро захватили и вывезли, на чем все и закончилось. Все, кто сейчас начинает сравнивать специальную военную операцию по захвату Мадуро с войной России против Украины, дескать, почему американцам можно, а нам нельзя, могут просто свериться с результатом и понять, в чем разница. Когда ты нападаешь на настоящее государство с реально избранным руководителем, твой Киев за 3 дня оборачивается Покровском за 4 года. Ты получаешь по рогам, получаешь кучу трупов, международную изоляцию и сотню миллиардов профуканных долларов. Потому что и государство, и граждане будут себя защищать. А когда ты свергаешь диктатора в развалившемся государстве, превращенном в картель, то ты его захватываешь как уголовного преступника, быстрее, чем мир успевает сообразить, что происходит вообще. И никто не выходит его спасать. Вот разница между настоящими государствами, где есть связь между управленцами и управляемыми, и самоназначенными диктаторами, доведшими людей до полной ручки. Если ты удерживаешь власть голодом и насилием, с тобой можно даже не воевать, просто вытащить из кресла, как игрушку в детском автомате. И никаких последствий для того, кто вытащил, не наступит. А когда покушаешься на настоящее государство, то ты и собака побитая, и международный изгой на сдачу. Главное тут не перепутать. Смотреть сейчас на реакцию российской страны, конечно, бесценно. Ведь такое зрелище для Путина, сама возможность, что так можно поступить с диктатором, просто под белые рученьки и в тюрьму, это признак будущего Рождества. Это похлеще судьбы Каддафи. Тем более, когда речь идет об одном из самых дружественных диктаторов, практически о латиноамериканском Лукашенко. Это самый жуткий для диктаторов прецедент, который только мог случиться. Свержение полицейской операции. Теперь, оказывается, такое носят. В стандартном случае у российской пропаганды от такого случился бы полный припадок. Тем более мощный от осознания полного бессилия. Оказывается, своих друзей Путин не может защитить никак. Даже касками и аптечками не помог. Трудно продемонстрировать реальное место Путина в мире более наглядным образом. С другой стороны, гавкать на нынешнюю администрацию, обзывать Трампа такими же обидными словами, как Байдена, никак нельзя. Ведь с Трампом предполагается дружить. Следить за тем, как в этом узком коридоре пытаются пройти официальные российские спикеры, дорогого стоит. Подробнее поговорим об этом вечером. Пока же нельзя не сказать доброе слово о Трампе. Такого рода свержение режима настоящего упыря, которого не брали ни выборы, ни протесты, который натурально издевался над народом,
умудрился развалить богатейшую нефтяную страну, это очень полезный и очень отрезвляющий прецедент для всего мира. Молодец, Трамп, что тут скажешь? До вечера.